Добро пожаловать на канал Алекс Брейн. Сегодня с вами я, Алексей, и сегодня мы с вами поговорим про всем нам известный предпринимателям стресс. Поговорим о том, что это такое, когда это норма, а, когда это не норма, как держать стресс в пределах нормы и управлять им, да, для большей продуктивности, для улучшения качества своей жизни и бизнес-процесса. Методы преодоления стресса, да, и разгрузки своей нервной системы. Стресс, начнем с того, что это такое, да, слишком там углубляться в психологию, психофизиологию не будем. У нас есть нейроны, да, все, наверное, слышали, нейроны, там, аксоны, дендриты. В нервной системе ходят электрические токи, да. Когда мы слишком озадачены какими-то задачами, да, или в нашей оперативной памяти, у нас как в компьютере тоже есть оперативная и постоянная память. Когда у нас в нашей оперативной памяти очень много информации, то есть списки задач, да, которые мы в голове держим, а не выписываем на листик, либо там в ПО какое-то, накапливается уровень стресса. Это информационный стресс. То же самое с остальным, да, когда есть какие-то задачи, мы переживаем, не знаем, как их решить, это, ну, эмоциональный стресс, да, либо какие-то там неурядицы там в бизнесе, в личной жизни и так далее, да, поэтому нужно уметь с этим работать. Тем более нам, предпринимателям, да, мы постоянно делаем что-то новое, у нас высокий уровень ответственности и так далее и тому подобное. И это сказывается не только на психоэмоциональном, да, плане, не только на нашей продуктивности, но и на нашем организме. Самая первая, скажем так, реакция организма, да, наверное, все слышали психосоматика, так называемая, да, то есть это что? Например, когда мы слишком, скажем так, в стрессовом состоянии, у нас вот здесь напрягаются мышцы. Самое простое, скажем так, расслабить себя, да, оно взаимосвязано. Это, ну, помассировать вот здесь вот, допустим, все предплечья, да, вот, или как это называется. Это самое простое, самый-самый-самый простой быстрый метод. То есть сидите за компьютером, плюс, если неудобно как-то, да, сидите. Организм напрягается, когда много задач, да. Вот, самое простое это расслабление. Плюс там к массажисту, к мануальщику, кто на что гораздо, да, скажем так. Это один из методов держать свое тело, да, свои мышцы в тонусе, что сказывается напрямую на работе нервной системы и уровне стресса. Эмоциональная разгрузка, да, то есть, ну вот, не знаю, кому что, скажем так, мило, да, душе, так вот и можно расслабляться. То есть, к примеру, вы получили какой-то объем информации, да, либо какие-то задачи вас гложат, прошлись, прогулялись, там, в парк, в лес, если есть возможность, да, там, на рыбалку сходили, там, не знаю, пошопились, там, деньги потратили, да, там, на какие-нибудь шмоточки, инструментики и прочее, да, в соответствии с, если это бюджет заложено. И много других способов, там, в игрушки поигрались, да, там, но опять-таки, чтобы это не скатывалось в то, что убегание от работы, от задач, да, это не избегание, это, ну, одно из, скажем так, проигрышных, в основном проигрышных позиций, позиций избегания. Потому что, как говорится, работа не волк, она в лес не убежит. Поэтому рано или поздно нужно будет возвращаться к тем задачам, да, которые вызывают у вас стресс. Чтобы этого не было, да, там всем известна прокрастинация, там лень, там и так далее, там как угодно это назвать, да. Почему это возникает? Потому что есть задачи, да, которые, ну, простые, да, к выполнению. Есть задачи, которые нас ведут действительно к нужным нам результатам, да, там, каким-то промежуточным, либо там, ну, как любая задача, да, она состоит из подзадач. Если мы говорим про действительно задачи полноразмерные, скажем так, да, не сиюминутные. Эти задачи выписывать. Есть такое понятие, как информационный стресс. Большинство предпринимателей в первую очередь испытывают стресс как раз информационный. То есть у нас есть, как у компьютера, постоянная, да, долгосрочная память, как вот жесткий диск в компьютере, да, ну,
образно представить так, и оперативная память, то есть которая здесь и сейчас держит какой-то объем информации, да, как в компьютере, как в телефоне. Мы, когда загружаем оперативную память, у каждого свой объем оперативки, да, разный, как и у технических устройств. И чем больше мы засоряем свою оперативную память задачами, тем больше мы испытываем стресс. То есть повышается энергопотребление у мозга, да, и он постоянно должен это держать в фокусе внимания. То есть на уровне подсознания многие, да, под задачи, там, задачи, но опять-таки мозг обрабатывает эту информацию. А вместо того, чтобы держать ясный ум, да, мы засоряем. Как с этим бороться? Очень просто, и здесь еще, сейчас скажу, к чему это еще приводит. То есть просто, да, выписывайте задачи на листочек. Здесь у предпринимателя, особенно начинающих, будет такое, скажем так, просветление, наверное, то, что когда они выпишут, что они запланировали, допустим, там на день или на неделю, они поймут, что, во-первых, большинство этих задач, они вообще не ведут к тому, что им нужно, и просто съедают время, да. Во-вторых, эти задачи все невозможно сделать за день там, или за неделю. Зачастую там распланируют, да, там в голове, что вот нужно вот это, вот это, вот это, а по факту там на несколько месяцев задач. Вот. Выписывание на листочек помогает в первую очередь разгрузить мозг, да, оперативную память от этого, либо в программное обеспечение. Сейчас много бесплатных приложений, там платных, да, кому что нравится, там туду-листы, там всякие записные книжки, всякие планировщики задач и так далее и тому подобное. То есть кому что удобно, кто чем пользуется, да, вот, кому-то просто вот на листочке. Иногда, не знаю, я вот, допустим, иногда, когда понимаешь, что там куча каких-то задач, которые, ну, вот я просто не хочу сидеть там, выписывать на клавиатуре там, либо в телефон, быстренько выписываю карандашом, смотрю, многое просто вычеркиваю, либо там понимаю, что вот пусть оно на листочке будет, если будет у меня время, будет желание, то к этим задачкам вернусь, они вообще никакой роли не играют в моей жизни. Вот, и как бы это просто желание мозга придумать себе кучу-кучу дел, вместо того, чтобы заниматься тем, чем действительно нужно заниматься. Вот, это сплошь и рядом у подавляющего большинства, да, людей, особенно вот когда начинают предпринимательством заниматься, начинают всякие там курсы смотреть, всякие читать статьи, видео и прочее, да, и там он рассказывает сказок, вам надо это делать, вам надо то делать, и у них голова вот такая, и в итоге они сидят и, не знаю, там, в соцсетях лазят, да, или еще какой-нибудь лабудой занимаются, вместо того, чтобы делать то, что действительно нужно делать, да. Ну, вместо этого лучше, на самом деле, не знаю, там, в доме прибраться или с кем-нибудь встретиться, прогуляться, как-то так, то есть свою жизнь действительно разнообразить, да, а не создавать иллюзию жизни. Дальше, какой метод? Ну, опять-таки, релаксация, да, те же самые медитации, аутотренинги, то есть это что, вы легли там, расслабились, попредставляли что-то, либо какой-то приятный фильм там посмотрели, да, который отстранит вас от этих задачек, да, но это следующий этап, потому что если вы не выпишете, у вас это в голове будет держаться, и вы будете смотреть, допустим, там фильм, к примеру, да, там, или гулять с кем-то, а в это время мозг будет активно держать эти мысли, обрабатывать, и вы будете не присутствовать здесь и сейчас, а где-то тем в своих вот этих фантазиях, что нужно вот это, нужно вот это, нужно вот это, а большинство из этого самое смешное, что вообще не нужно. Это вот, ну, самый первый способ, скажем так, как избавиться от информационного стресса. Плюс, если чувствуете переизбыток информации, скажите себе стоп, и вот просто там не лезьте в соцсети, там не смотрите, там какие уведомления постоянно у вас там пиликают, да, там и так далее и тому подобное. То есть максимум отрешитесь, политика там, вам она нафиг, да, там сейчас не нужна. Сделали это,
в норму вернулись, в нормальное свое расслабленное, да, спокойное состояние, с ясным умом, сконцентрированы на том, что вам действительно нужно. Вот. Следующее, да, ну и плюс, как я уже сказал, там релаксация, прогулочки и прочее, да, что-то приятное. Плюс уровень стресса бывает, скажем так, самопоедание, да, когда, допустим, вы поставили себе завышенные какие-то цели, не знаю, там, ну, к примеру, вы там зарабатываете там стольник, да, вы поставили, допустим, там, что вам за месяц нужно выскочить, там, 10 х сделать, на миллион выйти. Ну, а как это сделать, вы не прописали, да, первое, прописывайте, как это сделать, да, и понимаете, реально это или нет, да, с вашими сегодняшними компетенциями, с вашими сегодняшними финансовыми возможностями, производственными, да, мощностями и прочим. И плюс по срокам, то есть реально в вашей сфере это сделать или нет. И, естественно, здесь понимаете, скажем так, а не завышена ли планка, да, вот. А плюс, опять-таки, если завышена планка, к примеру, то есть это реализуемо, но вам нужно из кожи вон вылезти. Вопрос, нужно ли, стоит ли овчинка выделки, не лучше ли, допустим, этого достичь за 2 месяца, к примеру, но на лайтах, без напряга и не выгорать, да, ну, то, для чего мы создаем все бизнесы, для того, чтобы, ну, наслаждаться жизнью. Все просто. Вот. И вот это вот тоже один из методов, да, и одна из причин, почему там люди начинают напрягаться, потом там боли в пояснице, там еще где-то. Это тоже вот психосоматика та самая. То есть люди нагружают на себя как на лошадь, телегу какую-то еще там груза побольше, вместо того, чтобы нанять этих лошадей, да, скажем так. Вот. Дальше что? Есть стресс, который вызван уровнем притязаний. То есть вы, допустим, сейчас находитесь, к примеру, ну опять возьмем тоже, да, допустим, вы там 100 в месяц зарабатываете, а вы понимаете, что у вас там компетенции там и прочего, там опыт там и так далее, да, и вы не согласны с тем состоянием, в котором сейчас находитесь. Ну, соответственно, вы будете сами себя долбать, да, клевать. В этом случае что делать? Опять-таки, прописать стратегический план на какой-то промежуток времени, в зависимости от того, скажем так, какой у вас уровень притязаний, за какое время это можно, возможно, достичь, да, и так далее и тому подобное. Но это в других роликах поговорим. И еще, да, одна из причин, почему бывает там состояние стресса, да, и самовыедание, скажем так, самопоедание, это тоже довольно распространено, когда у вас, скажем так, ну, к примеру, в бизнесе все идет не так, как надо, да. В этом случае что делаем? Опять-таки, ну, научиться смотреть на ситуацию со стороны. Когда мы смотрим своими глазами, да, на себя, мы такие, можем офигевать, да, особенно когда там, допустим, рост бизнеса, да, к примеру, вы планировали там, не знаю, там за месяц выросли там на 2%, к примеру, да, а выросли там на 50, и что с этой махиной делать, хрен его знает, да, вот, соответственно, здесь что тоже, отрешенно смотрите без эмоций со стороны на себя и на себя, на ситуацию, то есть как сторонний зритель. Вот это, ну, я не знаю, кому-то сложно, кому-то нет. Вот я это практикую еще со школьной скамьи, когда психологию начал изучать. Ну, постарайтесь вот это научиться. Это очень важный навык для того, чтобы, ну, трезво смотреть на ситуацию. Вот. Следующее. Стресс бывает из-за дисгармонии, дисбаланса в разных сферах нашей жизни. Например, вы с головой ушли в работу, а у вас там, не знаю, там личная жизнь не налажена, или там, к примеру, там семейная жизнь там идет наперекосяк, да, соответственно, у вас мозг будет еще думать о том, и он будет там накапливаться, и ситуация будет
ну, хуже, да, скажем так. То есть, поэтому здесь, ну, самое, скажем так, лучшее лекарство — это стараться не вдаваться в крайности, а есть разные сферы жизни, да, там финансы, работа, там личная жизнь, там отдых, здоровье там и так далее. Ну, знаете, да, всю эту лабуду. Вот, то есть стараться это развивать параллельно, то есть чтобы не вот так вот графиком, да, там растягивать и ушло, да, в ущерб чему-то, какой-то сфере жизни, а чтобы параллельно становиться больше, расширять свой мир, да, свой уровень комфорта, не выходить из уровня комфорта, а делать свой уровень комфорта лучше и качественнее. Вот, это если вас там, что вот нужно там идти наперекосяк к себе, там, выходить из зоны комфорта, шлите таких подальше. Мы все хотим жить комфортно. И можно без, скажем так, травмирования самого себя делать свою жизнь качественнее, лучше, себя там продуктивнее, да, там и так далее и тому подобное. Ну, естественно, все это без фанатизма. Здесь, опять-таки, все это делать гармонично. И делать это, ну, честно, знаете, как самое лучшее играючи. Ну, естественно, не слишком заиграться, понимать, скажем так, причинно-следственные связи и причины и последствия, да, какие могут быть. Вот. Но опять-таки, ну, игра, бизнес, это, знаете, как вот в детстве, там, в монополию, допустим, играли. Класс, офигенно. Вот. Там, ну, там мы видим, да, ну, и сейчас многие, да, играют, собираются вот эти вот, как бы в клубах играют. Это бизнес, если не относиться прям серьезно, что это все на кон поставить, скажем так, вот все это, вся моя жизнь — это бизнес. Че, елки-палки. Ну, скажем так, чтобы отрезвить всех, да, большинство компаний, я не помню там сколько, 90% компаний не выживают в течение 5 лет бизнесов, да, там, ну, я сейчас могу соврать, честно, вот это не готовился, там больше половины, в общем, закрывается там в первый год-два. Поэтому как бы здесь трезво на это надо смотреть. Здесь не получилось, пошли дальше там делать, либо здесь исправлять свои ошибки. И не бояться, да, делать ошибки. Единственное, перед тем, как что-то делать, подумать, к чему это может привести, да. Но опять-таки, если там ничего серьезного, если не решетка, да, там, и никому там не навредить особо, да, то да, почему нет? Вот, ну, как бы, да, вы можете потерять время, можете потерять деньги, но кто не рискует, тот не пьет шампанского, да, и поэтому, то есть, бизнес, это и в законе написано, что предпринимательство — это, ну, на свой страх и риск, да, мы работаем. Это нужно понимать, держать в голове, да, и соизмерять, скажем так, свои действия с возможными рисками. Вот, если там, ну, не знаю, там сотку потерять, можно попробовать. Это одна из причин, кстати, почему многие ставят, допустим, там на ту же самую, это не реклама, мы рекламой не занимаемся, допустим, там многие предприниматели вот там сделали, к примеру, там сайт или там еще что-то, да, и не готовы вложиться, там, не знаю, там, 5-10 тысяч в рекламу вложить, ну, только грамотно, да, потому что вот вдруг оно не сработает. Ну, вдруг только дети бывают. Она может сработать, может не сработать. Ну, если вы не попробуете, вы не будете знать. И вот такие предприниматели, они начинают вот сами себя съедать. Ой, там нужно вот это, и выдумывают велосипед, да, который уже давно изобретен. Вот, и это вгоняет их в больший стресс, потому что они делают, да, когда мы что-то делаем, и у нас это не получается, ну, мы начинаем испытывать все больше и больше стресса, он накапливается. Стресс имеет свойство накапливаться, поэтому его надо как-то, ну, в том числе там со второй половинкой, да, скажем так, выливать этот стресс, ну, в положительном русле, да, скажем так,
Это тоже антистресс. Соответственно, здесь важно с этим работать и не стоять на месте. Если мы стоим на месте, жизнь, она меняется вокруг все каждый день. И мы должны меняться, это тоже вызывает стресс, вот, но с этим нужно работать. В принципе, такие основные простые способы, да, действенные, я рассказал, и основные причины. Дальше там, если будут какие-то вопросы, пожалуйста, в комментариях пишите, ставьте лайки. Ну и до новых встреч, и всем удачи, и получать желаю всем удовольствия от жизни. С вами был я, Алексей. До новых встреч.